Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Let's Game. Сегодня у нас на обзоре советский средний танк 7-го левела, проходная прокачиваемая ветка А44, да, вот, 7-й левел, с задним расположением башни, худшая ветка в игре, на мой взгляд, вот, а почему, мы сегодня все разберем. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. А начнем мы обзор, конечно же, с бронирования. Погнали. Итак, коллижен модель нашего А44, ну и давайте-ка быстренько пробежимся. НЛД 90. Ну, для 7-го левела нас пробивают все, и даже, кстати, 6-е левела в это НЛД. ВЛД 151, то есть стык между НЛД и ВЛД, и вот здесь даже есть 191. Вот эта вещь, конечно, уже более-менее крепкая. Касаемо основной бронеплиты ВЛД. 135, 140. Одноклассники 7-го левела пробивают спокойно обычным типом снаряда, да и голдой, понятно, тоже. Подбашенная, не подбашенная рубка, а предбашенная какой-то вот такой выступ тут на корпусе есть. Я даже не знаю, как это назвать, да. Ну, дополнительная какая-то бронеплита, не знаю. 205. Ну, нифига себе. Вот это уже крепко. Вот эта часть зато 56. И вот даже несмотря на угол склонения брони, все равно будет пробиваться. Почему? А потому что там всего лишь 30 мм. По правилу 3 калибров от 90 мм это все будет прошибать насквозь. Касаемо самой башни, давайте уж так смотреть, как мы ее видим. Да? Маска 173, 90, здесь 168, 120. Ну, анти-СТ одноклассников. Вот, старшие левела. Одноклассники на голде уже пробивают. Здесь 97, пробивают все и любыми снарядами. Вот только край щеки башни нет. И здесь край щеки. А вот это тоже пробивается. Дальше есть вот такой замечательный у нас пирог. Люк, да, на башне. А что же он из себя представляет? Между кольцами, ну да, эти кольца 120 и 120. Крепко ли это? Нет. Для 7-х левелов обычным типом снаряда шьется насквозь. Промеж 62, вверху 60. Ясно, картон. Борт 60, вверху 68. Вот от борта танковать танчик, кстати, сможет вполне себе даже неплохо. Но будет подставлять вот это место. Здесь 159, здесь рикошет. Вот только вот в этот треугольник он будет пробиваться. Ну, естественно, если перекрутить, тоже начнет. Главное не перекручивать. Когда у вас броня в борту 60 мм, главное не перекручивать. То есть бьется в треугольник. Здесь запоминаем: НЛД дырявая, ВЛД основная бронеплита дырявая. И все, что рядом с маской, вот эти вот выступы, да, ну и сам пирог. Он, кстати, огромный, выцеливать не надо, надо стрелять в пирог. Вот. Броня посредственная, и ну, ее нет по сути. Касаемо основных модулей, конечно же, нужно выкачивать топовую ходовую, топовый двигатель, топовую рацию, топовую башню, которая нам дает. Что она нам дает? Она нам дает больше брони, она нам дает больше обзора, плюс 10 метров, поэтому обязательно качайте. Дальше нас интересует топовое орудие. Это 107 миллиметровка ЗИС-6, 300 альфа на основном и на голдовом, 360 на фугасе. Пробитие на основном 167, 219 на голде, 54 на фугасе. Пушка заряжается долго, и при такой альфе это крайне чувствуется. Альфа всего лишь 300, а пушка заряжается 10,5 секунд. Такое себе. ДПМ 1700, естественно, из-за этого. Вот, 0,43 точность. Ну что это за точность до среднего танка, господа? 0,43. Это точность тяжелого танка. И какого-то хрена эта пушка топовая, да, с хорошим пробитием, забыла на среднем танке. 2,9 секунды время сведения. Тоже очень долго. Почти 3 секунды пушка сводится. Но это жесть. Касаемо полевой модернизации. Во втором слоте легкосплавные узлы крепления. В четвертом хотелось бы видеть что-то на улучшение приводов пушки, но здесь этого нету. Поэтому плавающий прицел будет лучшим вариантом. Вот, и в пятом блоке антибликовая маскировка фар.
По оборудованию. Единственная правильная сборка — это у нас вентилятор, приводы и досл. Почему здесь и что здесь забыли приводы? На топовом пушке, на этой топовой пушке эта тачка вообще никак не сводится. Там 3 секунды время сведения. 3 гребаных секунды. Поэтому приводы и мало того еще и инструкция на приводы. Вот, обязательно досл, обязательно, да, пушка долго заряжается, очень обязательно досл. И вентиль, который поможет и быстрее пушку заряжать, и быстрее орудие сводить, и многое что другое. Единственно правильная сборка, ничего другое сюда не надо. По снарядам основной у нас бронебойный, летит 830 метров в секунду, и это проблема, это медленно. Голда у нас подкалиберная, летит 1038 метров. Одноклассники все на СТ-шках, где подкалиберный голдовый снаряд, там скорость полета, да и на ТТ-шках, на тяжелых танках, да, там скорость около 1300 метров в секунду, плюс-минус. У нас 1038. Откуда они вообще эту пушку взяли? Фугас у нас летит так же, как и бронебойный, 830 метров в секунду. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 5 членов экипажа. Перки наблюдаете перед собой. Теперь в целом по плюсам и минусам. К сожалению, плюсов у танка нету. Поэтому пройдемся по его минусам. А какие плюсы? Какие плюсы? Единственный плюс этого танка — это его подвижность. Он что-то хоть едет. Все, на этом плюсы закончились. Брони нету. Перестреливаться в лоб у нас колпак, да. Плюс ВЛД дырявая, НЛД дырявая. От борта треугольник здесь присутствует, могут закидывать в принципе. Вот, по броне, да. Касаемо огневой мощи, у нас медленные снаряды, что основной, что голдовый. Медленные снаряды. У нас долго заряжается пушка. У нас плохая точность. У нас на среднем танке точность 0,41. Да, у меня штраф за экипаж, ну ладно. Можно здесь рассчитывать на 0,37. Но это все равно средний танк. Здесь должно быть, ну не знаю, 0.32, 0.33. То есть точности у этой пушки нету. У нас нету УВНов. Минус 3. Худшие УВНы в игре. Худшая ветка, худшие... Вообще, это танк в топ-5 по его никчемности входит. То есть в игре среди всех уровней, всех наций он входит в топ-5 как худший танк игры. По моей таблице, да, танков. Ну это жесть просто. Это кусок дерьма лютого кала вообще, а не машин. 1100 хп на 7 левеле. Мало. У нас по мобильности, ну ладно, по мобильности, да, 20 назад, почти 60 вперед едет. Вот это единственный его плюс этого танка. По незаметности она у нас есть, просто перк незаметности еще не у всех вкачан на 100%. Ну, 30% будет, что не так уж и много, как опять же для среднего танка. По обзору 395 метров. Да, у нас нет ничего на обзор, но у нас есть вентиль, который дает к обзору. То есть он еще и слепой, этот танк. Короче, лютое говно. Предлагаю отправлять это дерьмо в свинарник. Ладно, в бой его будем отправлять, посмотрим, на что он, собственно, способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас А-44. Советский средний танк с задним расположением башни. Один из худших танков в игре. Наверное, среди всех левелов и всех наций. Занимает, да, худший танк. Занимает там, в топ-5 входит худших танков. По всем критериям просто. Вот сейчас мы на этой боли. Да это вообще вся ветка вот этих СТ с задним расположением башни. Ну, за исключением, наверное, десятки. Это боль и страдания. Нормальная подвижность, это единственное, что у этого танка есть. Все, больше нету ничего. Все, забрали. Луна. Пробитие, ё-моё, даже что-то настреливаем, смешно так.
Не пробитие, голду заряжаем. Одно хп. Ну вот раньше мы только и способны одно хп добивать у врагов. Ну, ребята, между тем, косарь почти суммы. Ай-яй-яй-яй, косарь почти суммы. Я думаю, это топ результат для этой машины. Просто топ. Ну-ка, что там, никто не светится? Позыркаем. Бля, труп двигается. А за ним, естественно, М6. Конечно. Ух ты. Мы там еще нашли одного гражданина. Так. Сейчас как стукнет. Не стукнул. Подсветили. Рикошет. Пробитие сделали, представляете? О, еще пробитие. Ребят, 1200 настреляли, но это все. Это имба. Свалили. Свалили. Ух ты, сколько настреляли. У них основная масса здесь внизу стоит, в ущелье. Да, жалко, что бой, наверное, сливной, но 2400 суммы, 2500 уже сделали. Ай-яй-яй. На этом куске лютого кала. Прям даже не верится. Что такое возможно? Так, ну что, они вперед поедут толпой своей. Собрали кучу танков в ущелье и стоят в дефе. Интересная игра. Интересно. Очень познавательная игра. Так, пару тычек бы еще пристроить, и все, прям лютый результат для этого агрегата будет. Не, ну я вперед не поеду, спасибо, не хочется. Ну все. Все.
О, артовод дают. Все, забили артовода. До смерти. Не попали. Хотя маркер зеленый. Маркер зеленый горит. Блин, в КВ надо было стрелять. А он сейчас уедет уже. О! Есть тычка. Блять, засветилась. Да. КВ-2. Ну, ребята, 3200 сумма. Просто невероятный результат для этого танка. На 7-м левеле. Сделать 2 с лишним настрела и косарь еще ассиста. Это прям мега результат. Павлак, давай уже Ахиллеса выпиливай. Он очень мешается. Павлак, стреляй в Ахиллеса. Но... Нападай на него. Все, арта напала. 11-11. Интересно, как же закончится этот невероятный бой. А там Скорпион. Ты хочешь со Скорпионом поперестреливаться? Поперестреливайся. Там очень интересная пушечка. Слушайте, ну это проигрыш наш, наверное. Скорее всего. Да, ждалка. Высветили нас сверху. Мы бы еще бы накидали бы. Но, увы. Опа! КВ-2. Ну, картоводы. Вот. Примерно одинаковый бой. Но у них танков больше, как таковых. У нас вот 2 арты. Порой даже не знаешь, что лучше. О! Надо же. Кто приехал? Но он тебя убьет. Вот в чем дело. Да, он на своей голде своим пробитием. Да нет, все. Ё, 16 хп осталось. Ай, вторая арта промахнулась. Жалко. Но это все теперь. Вот теперь проиграли. Вот теперь проиграли. Увы. Жалко. Да, обидно. На самом деле Тайпу надо вот сюда переезжать. Потому что он будет светить тяжелые танки из куста, арта будет добивать. Отсюда он ничего не светит. Не понимает. Блайнды пока арта кидает.
Ну, по сути, Т-34. Т-58. Ну, блин, все, это 15 минут, еще конец боя, 3 минуты ждать. Вот, ничего не будет происходить. Просто ничего, все. Все затаились. Я бы на месте Тигры П вообще поехал бы вокруг через центр уже. Ух ты, куда ты поехал-то? Ё и стоит. Ну, это все. И встал, выстрелил, засветился и стал в кустике стоять. Ну, это очень смешно было. Это просто невероятно смешно. Ну, ребят, он решил вообще почему-то поехать здесь вперед. Ладно. Когда засветился, выстрелил, зачем он встал в кусте-то ждать до зарядки, чтобы стрелять дальше? Почему он не попытался назад уехать, там, не знаю. Ну, блядь. Это очень странно. Это не мега вероятно. Мега странно. Да ты просто уедь назад. За угол, за скалу. Блин, ну сидеть ждать, как эти дурачки будут доигрывать. Ну, вообще на Скорпионе тупой арту добить не может. Ну, это просто, пацаны. Ну, даже враг. Ой-ой-ой. Опять все, приехал, светит под арту. А сам ничего не может. Рентгенит просто, сам не мог убить. Ура, Скорпион нападает. Решился наконец. О, господи, танкисты эти. Ребят, все равно свое мнение, даже вот столько настреляв, не поменяю. Один из худших танков в игре. Вероятно, там прям точно не в топ-10. В топ-5 входит 100%. Этот А-44. Кусок лютого кала. Вот. Вся ветка это советская, кал лютый. А зачем я снимаю обзор на эту машину? Ну, вы ж захотите вдруг прокачать эту ветку, не дай бог. Вот, и я вам говорю, что вся ветка, вот вся, идем сюда, смотрим. Давайте начинать, так, советской я. Вот. Единственный нормальный танк в этой ветке это А-43. Кстати говоря, ДПМная машина на своем левеле интересная. И К-91. Вот эти три танка, А-44, 416, 430, это просто одни эмоции. Это ж такое надо было придумать. Ребята, по пятибалльной системе данный танк заслуживает 2 с минусом, либо 1 с плюсом. Откуда 1, да, с плюсом, вы спросите? Конечно же. Подвижность танка. Танк хотя бы едет. Вот это вот пирог, отсутствие брони. Даже продолжать не хочется. Отсутствие УВН. Отсутствие вообще всего. Да. Всего хорошего. Ребята, прям даже вот кто катает и не дай бог стоит в ангаре и не продал. Почему не продали? Напишите в комментариях. Какое вы используете оборудование. Я прям боль, печаль. Не хочу даже больше про него ничего говорить. Это конечно. Ой. Ставьте лукс, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч. Пока. Товарищи танкисты. Все больше и больше людей товары приобретают на различных маркетплейсах. Я вам хочу порекомендовать Яндекс.Маркет. Сейчас Яндекс предлагает большое количество товаров со скидкой до 70%. Это товары для дома, разная микроэлектроника, товары для детей.
Также я для вас сделал витрину блогера, на которой подобрал различные компьютерные комплектующие, игровые ноутбуки и все необходимое для любого геймера. Ссылку на товары Яндекс со скидкой до 70% и на витрину блогера Индомита вы найдете в описании под роликом. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.